Друзья, всем привет! Скоро лето, скоро будем перебираться на дачу, ведь скоро начнется дачный сезон. Поэтому этой весной мы с женой решили внести в наш дом еще одну нотку уюта. Мы решили заложить полностью зал и спальню ламинатом. И сегодня я хочу рассказать о том, как мы это сделали. Итак, закупились в магазине ламинатом, брали просто в гипере по акции. Причем, что интересно, нашли точно такой же ламинат, как мы покупали в прошлом году и на кухню. Поэтому набираем почти 40 квадратных метров ламината, 5-миллиметровой подложки и начинаем. Напомню, из чего сделан в комнатах пол. Это 12 ОСБ, покрытая яхтенным лаком. И когда мы это делали, на самом деле в 2019 году эта идея казалась достаточно интересной. Выглядело это красиво, в районе 3 лет. Сильно, кстати, не зашоркалось, пользовалась нормально, никаких занос мы в ноги не позагоняли, поэтому, кстати, тема имеет место быть. Кому интересно, подробно об этом рассказывалось вот по этой ссылке. То есть у нас идет бетон, потом рубероид, потом утеплитель с деревянным каркасом, пленка и сверху УСБ. 3 года отработала норм, никаких вопросов. Но на самом деле эстетика спорная. Поэтому выносим из зала всю мебель и начинаем укладку ламината. В зале у нас получается примерно 18 квадратных метров. Конечно же, не забываем полностью очистить все вдоль пола. Снимаем плинтуса, полностью убираем всю проводку, которая была в них спрятана, разного рода интернет-кабели, антенны и так далее. Придется снимать потом еще наличники дверей и, конечно же, хорошо убираем. Купили себе на дачу вот такой вот пылесос от Xiaomi Dirma. Кстати, прикольная штука, про него я, наверное, сниму отдельный обзор. Конечно же, начинаем с подложки. Берем подложку, раскладываем ее, крепим армированным скотчем, чтобы все это дело не ездило туда-сюда. И поверх этого уже будет раскладываться непосредственно ламинат. Подложку мы брали 5-миллиметровую. Такую же мы укладывали и на кухне. Ламинат укладываем самым простым способом. Начиная от дальнего левого угла мы кладем цельную доску, а дальше набором доска, доска, обрез. Следующий обрез кидается в начало следующего ряда, доска, доска, обрез. И так через всю комнату. Конечно же, с каждой стороны мы оставляем зазоры от стены, в среднем в районе около сантиметра. И пока мы будем забивать замки в ламинате, конечно же, ставим везде подобного рода уголки. После того, как мы вставляем каждый ряд, специальной приспособой и резиновым молоточком подбиваем каждую доску, чтобы каждый замочек хорошо защелкнулся и между ламинатинами не оставалось никаких щелочек. Про сам ламинат. Это обычный бюджетный 8-миллиметровый кроноспановский белорусский ламинат 33 класса с фаской с 4 сторон. Как видите, нарисовано, на нем можно пить, танцевать, подогревать. В общем, все, что нужно для дачи. Кому интересно, вот модель. Точно такой же ламинат, напомню, мы положили на кухне. И год отработал он шикарно, никаких претензий. По качеству ламинат, кстати, нормальный. Вот так вот укладываем ряд за рядом. И идет следующий ряд подложки. Причем, обратите внимание, подложку надо обязательно укладывать таким образом, чтобы 4 угла не сходились с одной стороны. Иначе будут бугры. В ходе укладки обнаружился вот такой нюанс. Когда мы делали электроотопление, проводку мы прятали в таких вот коробах, которые пускали ровно вдоль плинтуса. При этом надо понимать, что 8 мм идет сам ламинат и 5 мм идет подложка. Соответственно, потом плинтус сюда уже не поставить. Поэтому всю эту конструкцию мы разбираем, чтобы в дальнейшем приподнять ее на 1,5 см вверх. А именно положим пол, закрепим плинтуса и потом сделаем ее заново. И вот первый день работы.
Зал полностью уложен. Ставим на место все плинтуса, проводим обратно всю проводку, все ставим, все подключаем и начинаем затаскивать мебель. Чтобы заложить вот эти 18 квадратных метров, у меня ушел ровно день, чуть ли не с 9 утра и до 9 вечера. Ставим обратно всю мебель, моем пол, наводим красоту, чистоту и дальше думаем, когда же нам заниматься второй комнатой. А вторая комната у нас чуть меньше, чем зал. Здесь примерно 15 квадратных метров. Очень повезло, что не пришлось подрезать дверь. Напомню, пол у нас поднялся чуть ли не на 1,5 сантиметра, но благо дверь практически вплотную идет к ламинату. И мы будем две комнаты между собой разделять, потом там будет небольшой порожек. Итак, приступаем к спальне. И все то же самое по второму кругу. Сгребаем мебель в другую часть комнаты, потому что такую кровать отсюда не вынести, а разбирать ее, если честно, было просто лень. И начинаем точно так же разбирать все, включая плинтуса и проводку. Делаем все то же самое. Укладываем подложку, потом начинаем укладывать на нее ламинат. Но по поводу укладки здесь произошел такой довольно интересный случай. Фактическая ширина комнаты получилась почти ровно на 2 доски. Соответственно, чтобы все это дело красивенько уложить, нужно было начинать от цельной доски, потом кидать еще одну цельную доску, совсем с небольшим обрезом, буквально в сантиметр. И надо понимать, что точно так же вторую доску укладывать нельзя, поэтому вторую доску со второго ряда мы просто пилим пополам и таким вот образом начинаем укладывать. Получается достаточно красивый, постоянно повторяющийся один и тот же рисунок. Часть комнаты заложили, перетягиваем кровать обратно и продолжаем все это делать в пустом месте. Вообще, честно говоря, укладывать ламинат в помещении, где есть мебель, то еще удовольствие. Большую часть времени вы просто передвигаете предметы с места на место, чтобы у вас было пространство для работы. И это чудовищно неудобно. И вот к концу второго дня ламинат был полностью побежден. При этом, конечно же, разбомбили весь дом. Разобрали половину мебели и потом полдня еще ее собирали и ставили в обратную сторону. Между двух комнат мы оставили зазор в сантиметр. И сюда мы будем ставить переходной порожек. Причем порожки сейчас делают достаточно прикольные. Они не только крепятся на такие вот гвозди, забиваются, спрятанные, но они еще имеют 2 клеевых шва. Поэтому, когда вы прибиваете их к ламинату, они к нему полностью приклеиваются и не двигаются в принципе, и не звенят. Получается вот такая вот красивая конструкция. На переходе в кухню ставится тоже подобного рода уголок. Потом еще нужно вот этот вот порог покрасить в цвет пола. Думал его отпилить, но все-таки это деревянное бревно, которое укрепляет конструкцию деревянного дома. Посмотрим. Ну и вот результат. 2 полных дня работы с утра до вечера. И теперь мы имеем вот такой вот красивый пол во всем доме. Причем одинаковый, как в спальне, так и в зале, так и на кухне. В принципе, мы очень довольны. И при этом станет гораздо приятнее находиться на дачке. Теперь мы будем ездить сюда с большим комфортом. Вот такие пироги, дорогие друзья. Кому понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, заглядывайте в описание, начинается дачный сезон и планов у нас на лето громадье.
конечно же, обо всем будем понемножку рассказывать. Ну а на этом все. Всем пока!